Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Красная Таблетка, и сегодня мы расшифруем очень мощную тему. Это не твоя заслуга. Почему-то все лавры мы набросили на себя. Я молодец, благодаря мне, я достиг, я изучил, я сдал диплом, я открыл бизнес, я развил предприятие. Все действия, результаты, все провалы, все это не ты. И не виноват, и не молодец. Наша незаметная внутренняя система, которая управляет нашим аватаром, и мы что-то делаем, куда-то стремимся, что-то достигаем. И сегодня в этом видео я приведу очень простые наглядные примеры, которые скажут, что это не твоя заслуга. Поэтому мы сегодня уже начнем влиять и расширять свои границы. Канал саморазвития «Красная Таблетка». Мы привыкли говорить: это моя заслуга, это я достиг, это я создал, это я провалил. Но существует огромное количество факторов, нам незаметных, которые говорят об обратном, что на самом деле это их заслуга, но не твоя. Что же это за такие факторы? Совсем недавно в видео «Красивые и тупые» я очень круто описал инстинкт самосохранения и как он влияет на человека. Если вы не посмотрели еще до сих пор это видео, обязательно посмотрите, тогда связка будет намного понятней. Мы всегда развиваемся, что-то желаем или вообще действуем тогда, когда мы избегаем что-то. Мы на самом деле по своей сущности очень ленивые существа. Любое развитие, любая деградация построена на инстинкте самосохранения. Для кого-то жить в однокомнатной квартире в центре города Москвы отлично, а для кого-то это катастрофа. Этот инстинкт самосохранения работает как и у бомжа, лежащего на помойке, так и у Илона Маска с одной и той же силой. Просто их уровень нормально находится на разных уровнях. Когда Илон Маск чувствует, что их акции просели на 3%, он начинает запускать еще новые проекты. А для кого-то это ничто. У меня до сих пор хреново миллиардов долларов, и поэтому я также могу быть на чиле, на расслабоне. Тогда, когда ты топишь, зарабатываешь деньги, строишь большой бизнес, или у тебя очень круто, хорошо работает голова, всегда этому есть причина. Что тебе нравится, куда ты идешь, что ты развиваешь, сколько ты имеешь денег, что тебе в приоритете, что не в приоритете. Все это можно объяснить и доказать, о чем и гласит, собственно, матрица, о чем я и вещаю в этом канале под названием «Красная таблетка», которая дает возможность посмотреть с нестандартной точки зрения на то, кем ты являешься, на то, кем мы являемся, на то, что такое нормально в нашей жизни, на то, что такое красивое в нашей жизни и действительно ли это настоящее. Жак Фрицке в своих работах говорил об этом. Мы привыкли думать о том, что у нас есть свобода выбора. Но на самом деле, когда есть причина твоих действий, то тогда свободы выбора нет. Все наши действия являются следствием чего-то. Сегодня для того, чтобы понять это видео, необходимо по максималочке включить шизофреническое мышление. Иначе будет тяжело. Я работаю с людьми и общаюсь с ними уже на протяжении 16 лет, 17. Всегда искал ответ, почему я живу именно этой жизнью. Почему я чувствую, что я хочу что-то больше, но я не могу это сделать. Почему я ничего не начинаю для этого делать. Почему я не рискую, почему я боюсь. Ко мне начали приходить ответы о нашей псевдорациональности. На самом деле рациональности тоже не существует, потому что, да, вы можете сказать, что огромное количество людей, кто очень расчетливый, прагматичные, бизнесмены, которые рассчитывают, но при этом при всем у этих людей сформирована определенная точка зрения, определенные ценности, приоритеты, которыми руководствуется аватар. Недавно в одном из видео я приводил пример, как наш аватар водит автомобиль.
Все базовые действия, которые мы выполняем в течение дня, это примерно около 80% наших действий, мы делаем это бессознательно, незаметно для нас, для того, чтобы сохранить нашу энергию. Внимание – это физический показатель. Тогда, когда вы листаете очень много видосов в течение дня и чувствуете в конце неинтерес к жизни, апатию, то есть ты просто как физически устаешь. Внимание необходимо хранить, и мозг бессознательно это знает, потому что там же опять же работает инстинкт самосохранения. Если у тебя не будет сил, значит ты не сможешь охотиться, тебя не принимают в обществе, не платят деньги, все это приводит все равно к мысли о смерти. Мы и как раз и развиваемся благодаря этому. Я буду читать книгу, пойму одно, ты будешь читать книгу, поймешь другое, наш сосед прочитает книгу, поймет тоже другое. У него тоже 2 ушей, глаз, 2 руки, 10 пальцев на руках. Когда мы будем с тобой сидеть на одном месте, на одной скамейке, то мы будем замечать с тобой абсолютно разные вещи. Почему? Наша матрица отличается. Загоняем исходные данные типа одинаковые, но по итогу получаем другое. И вот тут и заключается наше ограничение, от которых мы отталкиваемся и впоследствии делаем какие-то действия. Все результаты построены на действиях нашего аватара, не совсем на твоих конкретно действиях. Да, это делает твое тело. Да, ты типа принимаешь какие-то решения. Но всегда эти решения, эти возможности, эти выборы ты делаешь, основываясь на какой-то исходной информации. И я записывал видео про искусственный интеллект, где я доказываю, что наши эмоции – это фейк. Я привожу там пример очень простой – людоеды. И я больше чем уверен, что они не испытывали таких эмоций и чувств, как ты будешь испытывать, если ты будешь есть свою соседку. У них другие исходные данные. То есть их аватар настроен по-другому. У них разрешено резать человека и потом его есть. Понимаешь? Их действия абсолютно кардинально отличаются от твоих действий. А еще, если раньше, от твоих мыслей, от твоих желаний. Вот об этом и говорит Жак Фриски, что должно произойти нечто для того, чтобы что-то произошло. Когда ты находишься в детстве маленьким ребенком, твоя жизнь полностью зависит от твоих родителей. Ты очень долгое время недееспособен, недееспособна. Не можешь даже самостоятельно ножку поднять. Все, что сделают твои родители, принимается как закон. Потому что перетянут пеленку и до новых встреч. Не захотят и не принесут тебе молочко. И до новых встреч. И ребенок должен впитывать всю информацию настолько максимально, потому что ему не принадлежит его жизнь. Его жизнь принадлежит взрослым людям и окружающей среде. Когда ты живешь в семье, что тебе говорят? Живи по нашим правилам. Вот вырастешь, начнешь снимать квартиру, купишь себе квартиру. Вот тогда и делай то, что хочешь. А сейчас ты живешь в моей квартире, поэтому будьте так добры, соблюдайте мои правила. Эти правила, они воспринимаются абсолютно негласно. Все идет как закон. Мы вырастаем, наш внутренний ребенок никуда не уходит, но мы перестаем это замечать. Для нас это «мне так нравится», ну вообще-то это нормально, вообще-то это логично, ну вообще-то рационально так поступить. У одного человека минус 10% из его накоплений, для него катастрофа. Для другого есть лапшу быстрого приготовления в сарае, это нормально. Некоторые зарабатывают больше, читают больше, развитей, быстрее, мышечней, красивей, а ты нет. Как так произошло? Почему? Думаешь, потому что ты хуже них? Нет. Нет. Нет, 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 нет. Давай вспомним успешных ребят. Арнольд Шварценеггер, Уилл Смит, Илон Маск. Кто эти люди? Почему они рванули так жестко? Потому что у них была база, которая говорила им, что где ты живешь, это неприемлемо. И когда ты находишься в таких условиях долгое время, будучи ребенком,
Ты, воспринимая законы семьи как законы природы, они органично вливаются в наше сознание и становятся нашими правилами, нашим автопилотом, нашей матрицей мышления. Ты по-любому видел таких людей, которые начинают уничтожать себя. Алкоголь, наркотики, вечеринки. И надо же, казалось бы, вот инстинкт самосохранения здесь-то почему не работает? Человек себя уничтожает с мыслью о том, чтобы освободить себя от этих тягот, в которых он находится. И тут же мы подхватываем инстинкт самосохранения. Вопрос лишь сценария. Какой выход он увидел? Кто выходит через окно, а кто выходит через развитие, через интеллект, через чтение книг, потому что мы отталкиваемся от нашего предыдущего опыта. Поэтому те люди, которые до сих пор ничего не достигли или себя разрушают, по факту у них нет выбора для того, чтобы поступить по-другому. Но когда твой аватар имеет уровень нормально, который тебе говорит, что сейчас дело дрянь, то твой аватар автоматически будет выполнять 80-90% действий, которые как раз приведут к тебе к результату. И ты будешь наблюдателем. Я понимаю, это звучит очень странно, но на самом деле постарайся усомниться в той правде, которая у тебя есть. Постарайся за собой понаблюдать. Ребенок, испытавший страх в детстве, всегда будет отталкиваться от этого состояния. Он может пойти в разные стороны, но он всегда будет отталкиваться от этого. Он может отрицать то унижение, которое он получал в детстве. Он может работать очень много, зарабатывать большие деньги или стать очень влиятельным человеком для того, чтобы доказать обратное. То есть он избегает своего унижения. Или же наоборот, тогда, когда его унижали в детстве, он и останется таким чмом. И будет всегда писать злостные комментарии, унизить их для того, чтобы возвысить себя. И это связано с неким внутренним дискомфортом в личности, неуверенностью в себе, которая провоцирует такие действия. То есть по факту этот человек в этих действиях не виноват. Он делает это потому, что с ним делали что-то до этого. И Жак Фриски об этом и говорит, что люди, которые убивают, насилуют или что-то делают плохое, это просто действие, которое спровоцировано, создано на базе предыдущего опыта. И единственное время, когда мы можем усвоить настолько глубоко опыт, который нам не принадлежит, это детство, потому что там наша жизнь физически и психологически не принадлежит нам. Мы не можем в 3 годика сходить в магазин или открыть форточку, или попросить переключить канал. Понимаешь? Мы слушаем то, что включили. Мы смотрим то, что включили. И потом и формируются вкусы по музыке, по еде. И поэтому мы любим такой цвет, такую еду, такой ритм в нашей жизни, таких женщин, такую профессию. Потому что до этого уже было некое закрепление. Все твои результаты, которые сейчас имеешь, все твои провалы, которые у тебя были, все твои отношения, скандалы, счастье, все в твоей жизни может быть объяснимо. Безусловно, появляется много вопросов, много возражений. Пишите в комментариях, я буду искренне рад на них ответить, либо под видео, либо в своем телеграм-канале. Когда эмоция была яркая в детстве, она точно сидит внутри твоего внутреннего ребенка. И важно ее вытащить, для того, чтобы она не управляла твоим выбором в течение дня, твоими действиями. Когда ты один, ты ходишь по кругу. Матрица тебя не выпускает. Ты опираешься только на свои данные. С этим можно и нужно работать. Наши ограничения
Это наши возможности. Именно с этим я и работаю. Есть конкретные методы и технологии, которые я применяю на личных консультациях и в работе личным наставником. В процессе совместной работы люди начинают меняться. Они не узнают себя. Они удивляются тем изменениям, которые приходят в их жизнь. И причем автоматически. Поддержите этот канал, опишите все вообще возражения, вопросы, вдохновения, поддержите комплиментами, как вам эта тема. Круто я раздул, безусловно не смогу все раскрыть в одном видосе. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красное таблица».